Эта уникальная способность делает его востребованной фигурой, и его жизнь принимает неожиданный поворот, когда Грейвард Сил Мэй призывает его в престижную духовную академию Арисии. Затем история возвращается к значительному событию трехлетней давности. Рен Эшбел, легендарная личность, победил противарию Аву Фаренгард в конкурсе танца на клинке. Среди зрителей были Элис Фаренгард, Фиона Рэй Ордия, Клэр Руж и Ринслет Лоренфрост, которые сыграют важную роль в путешествии Камита. Вернувшись в настоящее, злоключения Камита продолжаются, когда он натыкается на Клэр весной. Камита, пытаясь избежать гнева Клэр, в конечном итоге непреднамеренно приводит ее в еще большую ярость. После короткой стычки с участием похожей на хлыст элементальной вафи Клэр, Камита спасает ее от опасности, но не без того, чтобы случайно не коснуться ее груди. Это приводит к тому, что Клэр надевает Кито ошейник с хлыстом на шею, гарантируя его сотрудничество. Кито и Клэр позже обсуждают свои ситуации и поступление Кито в духовную академию Ариша. Клэр рассказывает о своей миссии заключить контракт с запечатанным духом, обитающим в святилище. Однако их попытка проваливается, когда дух выходит из себя, и Камита должен вмешаться, чтобы защитить Клэр. В отчаянной попытке спасти ее Камита заключает контракт с бешеным духом, становясь ее контрактным духом. Когда они вместе покидают святилище и направляются в академию, начинается путешествие Камита и Клэр в качестве партнеров по магии стихий. Прибытие Камита в академию вызывает неоднозначную реакцию. Его пути пересекаются с Элисом, который поначалу загоняет его в угол, но Грейвард вмешивается, устраивая Элису экскурсию по академии и его новым жилым помещениям. По пути Камита игриво дразнит Клэр, но получает выговор от классной руководительницы Рейвен Фрей. На уроке Ворона Камита знакомится с Ринслет и ее служанкой Кэрол, что приводит к еще одной встрече и обсуждению его уникального статуса заключенного духа Клэр. История приобретает таинственный оборот, когда Грейвард сообщает Камита, что Рен Эшбел вернулась и принесла с собой духа темной стихии. Он верит, что Камита единственный, кто может остановить Рена Эшбела, и просит его о сотрудничестве в предстоящем конкурсе танца клинка, до которого осталось всего 2 месяца. В конце эпизода видно, как улыбающаяся Рестия приземляется на крышу духовной академии Арасии, намекая на более интригующие события в будущем. Солнце опустилось за горизонт, отбрасывая длинные тени на раскинувшийся кампус духовной академии Ариша. Камита Казахая, единственный студент мужского пола в этом престижном учебном заведении, только что поселился в своем скромном жилище. Маленькой лачуге, приютившейся рядом с конюшнями академии. Деревянное строение имело деревенский шарм, а его близость к конюшням означала, что Камита часто мог слышать тихое ржание и шорох академии. Это ценные лошади стихий. Однако его первый день в академии прошел не так, как планировалось. Несмотря на урчание в животе и целый день напряженных тренировок позади, Камита отважился зайти в школьную столовую, но был встречен шокирующе высокими ценами на питание. Он потратил все свое время на приведение в порядок своих скудных пожитков и размышления о событиях прошедшего дня. Однако его одиночество было внезапно прервано тихим стуком в шаткую деревянную дверь. Вздрогнув, Камита открыл ее и увидел Ринслет Лоренфрост, ученицу престижного класса Ревен, стоящую там с подносом супа. В ее пронзительных голубых глазах светилась решимость, когда она сделала предложение, которое изменило жизнь Камита. В обмен на миску питательного супа она попросила Камита стать ее слугой. Как только они начали обсуждать это интригующее предложение, сцена приняла неожиданный оборот. Клэр Руж, пылкая и решительная одноклассница, ворвалась на сцену как ураган. С ее темно-красными волосами и духом, таким же свирепым, как ее элементальная вафля, Скарлетт, она бросила вызов притязаниям Ринслет на верность Камита. За этим последовала словесная битва умов, в ходе которой Клэр и Ринслет обменивались яростными репликами и оспаривали власть друг друга над Камита. Противостояние обострилось, и скрытая сила их духов, Скарлетт и Фенрира, вышла на первый план. Их стихийные энергии столкнулись, заставив дрожать саму землю под ними. Камита с изумлением и недоверием наблюдал, как словесная дуэль превратилась в захватывающее столкновение духов. Деревянная хижина, которая была его жилищем, приняла на себя основную тяжесть столкновения стихий. Объединенная мощь пламени Скарлетт и ледяной ярости Фенрира привели к тому, что хижина превратилась в груду бревен и обломков. Оглушительный шум разрушения хижины привлек внимание Элис Фаренгард, капитана рыцарей Сильфиды и 2 ее верных спутников. Элис, известная своими аристократическими манерами и острым как бритва умом, не смогла удержаться от того, чтобы не привнести в ситуацию свое презрение. Она рассматривала царящий перед ней хаос как возможность для разрешения проблемы. Элис с властным видом предложила дуэль, поединок 3 на 3, чтобы разрешить спор. Ставки были высоки, и Камита, несмотря на то, что он был сторонним наблюдателем, был вынужден принять в нем участие. Была подготовлена сцена для предстоящей битвы, которая проверит их способности как элементалов и узы, которые они сформируют в горниле боя. Когда осела пыль после разрушения его бывшего жилища, Камита оказался во власти Клэр, которая любезно предложила ему приют в своей комнате. Вечер принял сюрреалистический оборот, когда Камита и Скарлетт принялись убирать комнату Клэр, пока она готовилась принять душ. Однако спокойствие быстро сменилось смятением,
когда дух воды в ванной Клэр пришел в неистовство. Из насадки для душа бешено били струи воды, и потоки воды низвергались каскадом. Охваченная паникой и промокшая насквозь, Клэр в смятении выбежала из ванной. Камита начал действовать, собрав всю свою внутреннюю силу, чтобы успокоить непокорного духа воды. Успокаивающим прикосновением и успокаивающим голосом он усмирил водный хаос. Его власть над духами никогда не была столь очевидной. После этого инцидента Камита и Клэр сели ужинать. За ужином, на котором присутствовали следы как смеха, так и хаоса, Клэр рассказала больше о своей истинной личности и своем искреннем стремлении стать сильнее духом. Клэр привела Камита к легендарным астральным вратам, мистическому порталу, обладающему способностью переносить их в астральное ноль, царство, погруженное в тайну и опасность. С трепетом и предвкушением они вошли во врата. Их окружение изменилось, когда они перенеслись в место за пределами обычного мира. Это было царство неземных пейзажей и загадочной красоты, и оно таило в себе обещания как чудес, так и опасностей. Их присутствие в астральном Зеро приведет в движение серию событий, которые навсегда изменят их жизнь. Скоро они встретятся с Ринслет и ее верной служанкой Кэрол, и будет подготовлена сцена для долгожданной дуэли, предложенной Элисом. По мере того, как дуэль разворачивалась на сюрреалистическом фоне Астрал Зеро, Камита столкнулся лицом к лицу с грозными противниками. Но в разгар битвы его обостренные инстинкты уловили зловещее присутствие, тень, нависшую над головой. С настойчивостью в голосе он умолял прекратить поединок, чувствуя приближение чего-то гораздо более могущественного и злобного. А затем с небес спустился колоссальный демонический дух. Рестия Ашдал, фигура из таинственного прошлого Камита, призвала это грозное существо с единственной целью пробудить Камита. Поле битвы стало ареной для столкновения духов, испытания мужества и битвы, которая определит судьбу Камита Казахаи, одинокого мужчины-элементалиста. В духовной академии Ариши. Когда тень демонического духа поглотила их всех, Камита понял, что настоящая битва только началась, и ему придется противостоять не только тьме, которая угрожала ему, но и тайнам, скрытым в его прошлом. После ожесточенного сражения территория Академии превратилась в руины. Столкновение с духом демона показало невероятную силу и мастерство Камита как танцора клинка. Однако это также сказалось на нем, оставив его физически и морально истощенным. Клэр тоже была глубоко потрясена потерей своего верного духа Скарлетт. Эмоциональные шрамы были глубокими, и было ясно, что ее дальнейший путь будет полон испытаний. Бессознательное состояние Камита длилось недолго, и вскоре он начал приходить в себя. Первые мгновения, когда он пришел в сознание, сопровождались пульсирующей головной болью и чувством изнеможения, которое казалось непреодолимым. Он медленно выпрямился, осматриваясь вокруг. Он обнаружил, что находится в комнате, залитой мягким теплым светом. В комнате стояла девушка с поразительными изумрудными глазами и длинными не спадающими серебристыми волосами. Она была одета в белое платье, и ее неземная внешность казалась почти потусторонней. Девочка представилась как Эст и назвала Камита своим учителем. Камита, чувствуя себя немного сбитым с толку ситуацией, вежливо попросил ее называть его по имени без почетных званий. Их игривый обмен мнениями продолжался, пока Эст пыталась найти идеальный способ обращения к нему. В конце концов, они остановились на простом использовании имени Камита. Как раз в тот момент, когда Камита и Эст только начинали знакомиться, спокойствие момента было нарушено неожиданным вторжением. Дверь в комнату распахнулась, и вошла Ринслет Лорен Фрост в сопровождении своей верной горничной Кэрол Настаси. Зрелище, открывшееся им, было поистине шокирующим. Камита сидел на кровати, а рядом с ним, казалось бы, голая девушка в носках до колен. Щеки Ринслет вспыхнули от ревности, когда она потребовала объяснений по поводу открывшейся перед ней запутанной сцены. Камита пытался дать разумное объяснение, но его усилия были тщетны. Ринслет, не в силах сдержать свое разочарование, напала на него, вынудив Камита защищаться. Именно в этот хаотический момент Эст раскрыла свою истинную сущность. Она была духом меча, истребительницей демонов, могущественным и загадочным духом с историей, окутанной тайной. Ее вмешательство не только остановило атаку Ринслет, но и продемонстрировало ее потрясающие боевые способности. Когда ситуация разрядилась, Камита, Эст и Ринслет вступили в разговор, чтобы прояснить любые недоразумения. Любопытство Ринслет заставило ее поинтересоваться происхождением Эст и ее контрактом с Кито. История Эст о том, как она стала запечатанным мечом, и ее решение заключить контракт с Кито, была историей, наполненной интригой и эмоциональной глубиной. Ближе к вечеру Кито и Эст решили вместе исследовать территорию Академии. Эст рассказала о своем опыте пребывания в качестве запечатанного духа и о своем стремлении стать сильнее. Их связь продолжала углубляться, пока они шли по залитому лунным светом кампусу, и Камита не мог не чувствовать растущую связь с этой загадочной девушкой. Тем временем Элис Фаренгард, капитан рыцарей Сильфиды, получил известие о произошедших событиях. Несмотря на ее первоначальные сомнения в отношении Камита, она почувствовала, что ее влечет к загадочному элементалисту. Она разыскала его, чтобы обсудить недавнюю битву и, возможно, лучше понять сложности, окружающие его. В другом месте Академии Клэр Руж бродила по городу в состоянии эмоционального смятения. Потеря Скарлетт тяжело легла на ее сердце,
и она изо всех сил пыталась обрести чувство цели без своего преданного духа. Именно в этот уязвимый момент она столкнулась с закутанной в плащ фигурой, которая вскоре представится как Рестия Эшдал. Появление Рестии было одновременно неожиданным и судьбоносным. Она предложила Клэр заключить контракт с духом Берсерка. Клэр, борясь со своим горем и гневом, приняла это предложение, запустив серию событий, которые имели далеко идущие последствия. Объявление Элиса Фаренгарта о предстоящей церемонии заключения контракта и танца клинка звучит в голове Камита Казахаи, когда он бежит искать Клэр. Это был день, которого он боялся по одной конкретной причине. Клэр Руж. Камита и Эст, его верный дух меча, поспешили на встречу с Клэр. Он знал, что должен удержать ее от необдуманных поступков во время предстоящего танца клинков. Пока они бежали по территории Академии, мысли Камита метались в разные стороны. Пока он бежал, он не мог не задуматься о характере Клэр. Возможно, она казалась резкой и гордой, но в глубине души Камита видел проблески доброты, которая таилась в ней. Он знал, что Клэр испытывала жгучее желание встретиться лицом к лицу со своим прошлым и найти ответы о своей сестре Рубии Эльштейн, печально известной королеве бедствий. 4 года назад Рубия предала короля духов огня, украв духа огня. Однако, пока мысли Камита кружились, он не мог избавиться от ощущения надвигающейся опасности. Клэр уже присоединилась к танцу клинков, и битва была в самом разгаре. Камита ускорил шаг, понимая, что на счету каждое мгновение. На арене Клэр вступила в ожесточенное противостояние с грозным духом. Ее противники безжалостно насмехались над ней, сравнивая с ее печально известной сестрой и высмеивая ее неспособность сражаться без ее духа контракта Скарлетт. Разочарование Клэр достигло своего пика, и смятение внутри нее вызвало всплеск темных эмоций. Именно тогда она высвободила дух контракта, дарованный ей Рестией Эшдал. Атмосфера на арене резко изменилась, когда вокруг нее потрескивала темная энергия. Камита и Эст прибыли на арену как раз вовремя, чтобы стать свидетелями бурной трансформации. Дух, которого вызвала Клэр, принял угрожающий облик бешеного адского кота. Это было существо, которое пожирало божественную силу и процветало на хаосе. В своей темной драконьей форме он вселялся в других контрактных духов на арене, заставляя их восстать против своих хозяев. Эст, обладающая обширными знаниями о духах, объяснила Камита ужасную ситуацию. Бешеный адский кот был злобной силой, заставляющей своих жертв сражаться до тех пор, пока они не перестанут существовать. К счастью, адский кот еще не проявился полностью, что оставляло небольшой шанс остановить его неистовство. С выражением решимости на лице Камита повернулся к и обратился с решительной просьбой. Он попросил ее снова стать его мечом, зная, что их совместная сила – лучший шанс подавить хаос. Эст на мгновение заколебалась, но в конце концов согласилась, доверившись способностям Камита. Когда они ворвались в хаос арены, Камита бросился вперед с решимостью на лице, направляясь к Клэр. Посреди этого хаоса Камита умолял Клэр воспользоваться моментом и по-настоящему задуматься, действительно ли эта темная сила была тем, чего она действительно желала. Его слова были встречены вспышкой гнева, когда Клэр закричала на него, чтобы он заткнулся. Но Камита, ничуть не смутившись, знал, что он должен обратиться к ней, чтобы прорваться сквозь стены, которые она возвела вокруг себя. Когда гнев Клэр разнесся по арене, ее сознание пронзило яркое воспоминание. Она увидела две фигуры, связанные цепями на шеях. Их глаза, полные боли и тоски, смотрели на нее издалека. Это было навязчивое видение, от которого у нее по спине пробежали мурашки. Возвращаясь к настоящему, голос Клэр дрогнул, когда она призналась Камита, что он, возможно, не мог понять глубины ее одиночества. Ее прошлое, ее наследие как сестры королевы бедствий, оставило ее изолированной и обремененной тяжелым чувством ответственности. Камита с непоколебимой решимостью исправил восприятие Клэр. Он сказал ей, что она не одинока, потому что он всегда будет рядом с ней, поддерживая ее в трудные времена. Толстые и тонкие. Разочарование и гнев Клэр усилились, и она замахнулась хлыстом, ожидая, что Камита увернется от него, как он делал это раньше. К ее удивлению, на этот раз Камита не уклонился от атаки. Он позволил хлысту ударить себя, и на его лице появилось страдальческое выражение. Подойдя ближе к Клэр, Камита нежно погладил ее по голове, его голос был полон искренней привязанности. Он выразил свою любовь к ее огненному духу, самой сути того, что делало ее уникальной. Во время их связи бешеный Хелкет предпринял внезапную атаку сзади, но Камита отреагировал в самый последний момент. Он остановил наступление Хелкета, назвав его знакомым именем Скарлетт. Именно тогда была раскрыта шокирующая правда. Сила, дарованная Клэр Рестией, была не благожелательной, а темной силой, которая превратила Скарлетт в демона. С решимостью, горящей в ее глазах, Клэр вызвала пылающий огненный шар, нацеленный на печать на ее руке. Взрыв пламени был выражением ее решимости освободиться от темного влияния, которое заманило в ловушку ее и ее любимого духа. Воспользовавшись возможностью, предоставленной нападением Клэр, Камита перешла к активным действиям. Его решимость освободить Клэр и Скарлетт из когтей тьмы придала ему необходимую силу. Быстрым и решительным ударом он победил демона, который завладел Скарлетт.
Когда демоническая сущность рассеялась, Клэр в последний раз взглянула на своего любимого духа. Сердце Камита забилось от беспокойства, когда он бросился к Клэр, в его глазах читалась тревога. Он мягко спросил, все ли в порядке с ее рукой, его голос был полон искренней заботы. Клэр заверила его, что с ее рукой все в порядке, но в воздухе повис важный вопрос, ожидающий ответа. Камита, сгорая от любопытства, больше не мог сдерживаться. Он поинтересовался происхождением духа безумия, который угрожал поглотить ее и Скарлетт. Как раз в тот момент, когда Клэр собиралась открыть правду, перед ними внезапно материализовалось чье-то присутствие. Раия Ашдал, загадочная фигура из прошлого Камита, стояла там, и ее присутствие было таким же навязчивым, как и всегда. Ее появление потрясло Камита, на мгновение лишив его дара речи. Темная красота Рести и ее таинственная аура всегда оказывали на него глубокое влияние. И вот теперь она вернулась, казалось бы, из ниоткуда. Рестия вселила дух безумия в парящее над ними сооружение, ее действия были окутаны тайной намерением. Ее слова повисли в воздухе, как зловещее пророчество, когда она сказала Камита, что это именно то, чего он хотел. Ее уход был таким же внезапным, как и ее прибытие, и она улетела, оставив Камита в состоянии шока. Некогда безобидное сооружение превратилось в колоссального угрожающего монстра, и она схватила Камита за руку, оттаскивая его от надвигающейся опасности. Среди хаоса и безжалостного преследования чудовищного существа Клэр больше не могла сдерживать свои вопросы. С выражением беспокойства на лице она спросила Камита, кем для него была Рестия. Камита с оттенком сожаления в голосе объяснил, что Рестия была его духом контракта, его постоянным спутником в прошлом. Груз вины и ответственности тяжело давил на него, поскольку он винил себя за беспорядок и хаос, которые развернулись вокруг. Когда они бежали в безопасное место, перед лицом надвигающейся битвы с колоссальным монстром, маячившим перед ними, Камита понял, что правда о его прошлом, его связи с Рестией и с тайнами, окружающими Академию, придется подождать. На данный момент их главной заботой было выживание и защита тех, о ком они заботились. Клэр решает поцеловать Камита, чтобы он смог прийти в себя. Конечно, это сработало, и они оба решили сразиться с монстром вместе, так как подкрепление из Академии может занять некоторое время, чтобы прибыть на арену. Клэр отвлекает монстра, в то время как Камита наносит последний удар по монстру. Когда Камита сражался с монстром, Клэр обнаружила, что танец клинка Эшбела Рена похож на стиль боя Камита. После боя Камита падает в обморок от изнеможения. Тем временем замечен странный мальчик, наблюдающий за нами издалека. На следующий день Камита просыпается в постели рядом со своим обнаженным контрактным духом. Клэр застает их обоих в таком неловком положении, но Камита пытается все объяснить. Тем временем видно, как Ринслет идет к Камита. По пути она встречает Элис, которая пытается притвориться, что она не ходила навестить Камита. Дуэт слышит шум, доносящийся из комнаты Камита, и они оба бегут проверить, как он там. Они встречают Клэр, угрожающую Камита, и Дуэт присоединяется к ним. Эпизод начался с захватывающего флешбека, погружающего зрителей в темный и зловещий лес, где молодая девушка отчаянно бежала, спасая свою жизнь. Все ее усилия отбиться от безжалостного демона оказались тщетными. Ее методы едва касались поверхности злобности существа. Когда надежда девочки угасла, таинственная фигура появилась на сцене, словно спаситель в ночи. Это был Камита Казахая, у которого в то время все еще был контракт с Растией, призрачным духом, находившимся рядом с ним. Одним мощным взмахом меча Камита сразил демона, уничтожив его одним махом. Девочка с прерывистым дыханием и глазами, полными благоговения, не могла не быть поражена мечом, которым владел ее спаситель. Она узнала в нем меч Рена Эшбела, легендарное оружие, известное во всем королевстве. Девочка, охваченная любопытством, не смогла сдержать своего удивления и спросила, почему Камита так необычно одет. К ее удивлению, Камита раскрыл свой секрет. На самом деле это был Рен Эшбел, знаменитый танцор клинка, покоривший сердца многих. Но в этом была и изюминка. Камита переодевался девочкой всякий раз, когда выходил на арену. Камита видит, что она потеряла обувь, и решает вынести ее из леса. Когда они выбрались из зловещего леса, девочка не могла не быть заинтригована. Она спросила Камита о мотивах, побудивших его переодеться в девушку, чтобы сражаться. Камита с оттенком меланхолии объяснил, что все это было сделано в погоне за желанием. Он надеялся, что это желание сбудется в результате его сражений. Их путешествие по лесу подошло к концу, когда они наконец вышли на дневной свет. Девочка с решительным выражением в глазах заставила Камита пообещать, что он снова встретится с ней после своего боя. Возвращаясь к сегодняшнему дню, можно увидеть, как девушка въезжает в Академию в экипаже. Камита наконец-то просыпается. С момента инцидента прошла неделя, поэтому он решил, что достаточно отдохнул. Он встает, вытянув руки вперед, и случайно сжимает грудь Эста. Он убирает руку из-за смущения, и Эст целует его, потому что она говорит, что так будет правильно, чтобы их связь стала крепче. Она продолжает целовать его снова, и в этот момент в комнату входит Клэр с полотенцем, обернутым вокруг ее груди. Клэр неверно истолковывает ситуацию, и Камита пытается объяснить, но безуспешно. Клэр стоит над Камита и угрожает ему. Камита напоминает ей, что он может видеть какую-то часть ее тела под полотенцем. Это смущает Клэр, и она решает отыграться на Камита, призывая Скарлетт разобраться с ним. Позже в тот же день Академия проведет классное упражнение в рамках подготовки к знаменитому танцу с клинком. К сожалению, в итоге в одной команде вместо 5 человек оказались только
Камита и Клэр. Поэтому координатор дает им несколько дней на поиск новых товарищей по команде. Клэр хвастается, что их более чем достаточно, чтобы выиграть соревнование. Когда начинается соревнование, Клэр и Камита легко терпят поражение после первого раунда благодаря хорошей командной работе другой команды. Во время ланча Ринслет и ее горничная Кэрол присоединяются к ним за ланчем. Кэрол рассказывает, что в академию будет поступать новая студентка, и, судя по всему, она из знатной семьи. Кэрол упоминает, что она пользуется Святым Духом. Камита рассматривает девочку как потенциального товарища по команде для их команды. Во время их обсуждения Кэрол шепчет Камита, что Ринслет заинтересована в присоединении к их команде, потому что ее предыдущие товарищи по команде уволились. В конце концов, у нее были чрезвычайно высокие ожидания от своих товарищей по команде. Затем Камита шепчет Клэр о явном интересе Ринслет присоединиться к ее команде. После первоначального отказа она решает предложить Ринслет присоединиться к их команде. Ринслет шокирует их и говорит, что вместо этого они должны присоединиться к ее команде. Это приводит к ссоре между двумя сторонами. Их спор внезапно прерывается авторитетным присутствием Элиса Фарингарта. Она призывает их к вниманию. Ее тон внушает уважение и дисциплину. Элис, известная своими исключительными оценками и своим положением лидера команды высокого ранга, делает заманчивое предложение Камита. Она просит его присоединиться к ее элитной команде, что потенциально может значительно повысить его статус в академии. Команда Элиса известна своими достижениями, и привлекательность такого партнерства неоспорима. Однако, прежде чем Камита успевает ответить, толпа внезапно ощущает прилив энергии и решимости. Клэр Руш с непоколебимой решимостью бросается вперед, ее рука крепко сжимает рубашку Камита. Вызывающим голосом она заявляет Элису, что Камита – ее дух контракта, ее защитник и ее партнер в танце клинка. Камита, оказавшийся в эпицентре этой неожиданной конфронтации, разрывается между заманчивым предложением Элисы и своей преданностью Клэр. В конечном счете он принимает свое решение. Мягким, но твердым тоном он отклоняет предложение Элиса и решает остаться рядом с Клэр. Когда Элис неохотно отступает, ее разочарование очевидно, и она оставляет Камита с последней информацией. Она сообщает ему, что Грейвард Сил Мэй, директор академии, желает его видеть. С этими словами она уходит, оставляя Камита размышлять о предстоящей встрече. Позже Камита направляется в офис Грейварда, не зная, чего ожидать. Грейвард, известная своим капризным характером, поначалу шутливо подшучивает над Камита. Однако, в конце концов, она переходит к сути дела. Грейвард знакомит Камита с новым студентом-переводчиком, фигурой значительной важности. Девочка с царственным видом оказывается принцессой Фионой Рей Ордия, второй принцессой королевства Ордия. Откровение Грейварда ошеломило Камита. Именно тогда она раскрывает новое назначение Камита – служить телохранителем принцессы Фионы. Ответственность и последствия этой роли очень велики, и Камита не может не задумываться о трудностях и приключениях, которые ожидают его как опекуна королевской семьи. На фоне горнодобывающей операции, которой препятствуют высокопоставленные печати на входе, мальчик по имени Гео Инзаги и загадочная леди вступают в дискуссию. Их взгляды, похоже, расходятся, поскольку Гео, похоже, не заинтересован в добыче полезных ископаемых, движимый вместо этого своим желанием стать следующим преемником компании. Повелитель демонов. Тем временем сцена переключается на Камита, который преклоняет колени перед принцессой Фионой Рей Чрезвия. Он приносит искренние извинения за то, что ранее не обращался к ней должным образом. Принцесса, однако, успокаивает его, призывая сохранять спокойствие. Она раскрывает глубоко скрытую тайну, что она потерянная принцесса, и это открытие имеет значительный вес. В попытке загладить свою вину, принцесса Фианна смиренно склоняется перед Камита. Однако происходит досадная ошибка в гардеробе, когда она случайно показывает Камита свое нижнее белье. Он быстро отводит взгляд и осторожно сообщает ей об этом, заставляя ее щеки вспыхнуть от смущения. Грейвард улучшает момент, чтобы рассказать о новой миссии Камита – охранять принцессу Фианну на задании С-ранга. У этой миссии есть потенциал значительно повысить ранг его команды. Задание включает в себя сопровождение принцессы в шахтерский городок, где когда-то добывали спиртовую руду, но недавно произошли таинственные землетрясения. Есть опасения, что эти подземные толчки могут быть приписаны стратегическим военным духом. Молодая леди входит в офис, беря на себя объяснение. Она подробно описывает опасную ситуацию, раскрывая, что эти потенциально разрушающие мир духи запечатаны в сознании горожан. Теперь есть подозрение, что печати могут ослабевать, что приведет к землетрясениям. Чтобы противостоять этой угрозе, принцесса Фианна проведет ритуал танца духов, чтобы укрепить печати, а Камита будет ее защитником. После подробного инструктажа Камита выражает свои сомнения относительно принятия этого решения в одностороннем порядке, подчеркивая, что он должен проконсультироваться с Клэр, прежде чем брать на себя такую важную миссию. Когда они выходят из офиса, молодая леди поворачивается к Грейвард, интересуясь ее молчанием относительно сомнительных действий принцессы Фианны во время вступительного экзамена. Грейвард спокойно объясняет свою точку зрения. Если принцесса Фианна пробудится как элементалист, это
это не повлияет на них, а если нет, это все равно не повлияет. Это не повлияет на их планы. Становится очевидным, что мотивы Грейворта гораздо более сложны, чем кажутся на первый взгляд, окутаны слоями интриг и скрытых замыслов. Пока Комита и принцесса Фиона обсуждают свою предстоящую миссию, Комита улучшает момент, чтобы поинтересоваться решением принцессы Фионы выбрать его своим опекуном. Он хочет знать, была ли она вынуждена или это был выбор, сделанный по ее собственной воле. В ответ Фиона откровенно объясняет, что выбрала его добровольно, считая большой честью путешествовать бок о бок с единственным мужчиной-элементалистом. В ее словах чувствуется искренность и доверие. Однако их интимный разговор не остается незамеченным. Группа студенток неподалеку начинает сплетничать, рассуждая об отношениях Комиты и Фионы. Почувствовав возможность подразнить Комита и спровоцировать реакцию, Фиона дерзко прижимается к нему грудью, тонко пытаясь соблазнить его. Их близкая встреча не осталась незамеченной неожиданным наблюдателем Клэр. Она проходит мимо как раз в тот момент, когда перед ее глазами разворачивается сцена, и ее реакция не что иное, как взрывная. Это открытие вызывает у нее бурную эмоциональную реакцию. Сцена переходит в более спокойную обстановку, в кафетерии, где Комита, Фианна и Клэр садятся за стол, чтобы насладиться едой. Они беззаботно обсуждают, как использовать ограниченное пространство в комнате Клэр. Среди шуток Клэр неожиданно произносит потрясающую новость. Она рассказывает, что целовалась с Комита. Это открытие застает Комита и Фианну врасплох. Фианна, по-видимому, удивленная дерзостью Клэр, решает уладить дело кулинарной дуэлью. Ставки высоки. Победитель получает возможность сохранить Комита на своей стороне. Кулинарный поединок начинается, и кулинарное мастерство Фионы блистает во всей красе. Она демонстрирует свое мастерство с изяществом и утонченностью, в конечном счете выходя победительницей с безупречным исполнением. Когда на Духовную Академию Арасии опускается ночь, Гео успешно проникает в библиотеку Академии, его намерения окутаны тайной интригой. Тем временем Комита, не подозревающий о разворачивающихся событиях, принимает ванну в уединении своей каюты. Однако его одиночество длится недолго, так как принцесса Фианна, решив продолжить свою тактику соблазнения, входит в комнату. Она пытается очаровать его, но Комита упорно сопротивляется ее ухаживаниям. Их горячие разногласия порождают шум, привлекающий внимание Клэр к происходящему. Обеспокоенная благополучием Комита, она спешит проведать их. К удивлению Клэр, она обнаруживает Комита и Фиону в компрометирующем положении. Быстро сориентировавшись, Фиона придумывает обманчивое объяснение, предполагая, что она просто помогала Комита тереть ему спину. Клэр, убежденная рассказом Фионы, решает присоединиться, усугубляя и без того запутанную ситуацию. С необычным опытом купания за плечами, трио прерывается, когда появляется Эст, сообщающий важные новости о незваном госте Гео. Они поспешно одеваются и готовятся встретиться лицом к лицу с нарушителем границы. Снаружи они обнаруживают сцену хаоса. Несколько девочек ранены, а Элис Фаренгард едва стоит на ногах. Она объясняет, что Гео обладает не только двумя, но и несколькими духами-контрактниками, что делает его грозным противником. Элис раскрывает, что главной целью злоумышленника является определенный кристалл, который он держит в руках. Преследуя Гео, они быстро понимают, что он опытный и неуловимый противник, которому удается уклоняться от всех их попыток задержать его. Только Комита может не отставать от Гео, участвуя в ожесточенной битве умов и духов стихий. Во время их противостояния Комита узнает шокирующую правду. Гео утверждает, что обладает не просто двумя, а ошеломляющими 72 духами. Столько же, сколько у самого легендарного повелителя демонов. Во время битвы запечатанный документ, который Гео стремится заполучить, распадается на две части. Фианна и Комита пытаются отвлечь Гео, но их усилия оказываются тщетными, поскольку Гео начинает разрушительную атаку на Фианну. В момент самоотверженности Комита вмешивается, чтобы защитить ее от надвигающейся опасности. Несмотря на его храбрость, атака пронзает плечо Комита, причиняя ему болезненную травму. Этот непредвиденный поворот событий создает лазейку для Гео, который использует возможность сбежать. Мы видим, как Фиона переживает яркий сон. В своем сне она оказывается в жестокой битве с духом, закованным в тяжелую броню. Столкновение интенсивное и наполнено напряжением. Пока битва продолжается, Фианна внезапно просыпается от своего сна. Когда Фианна просыпается, Комита, который зашел в ее комнату, чтобы проверить ее самочувствие, спрашивает о ее сне и о том, хорошо ли она себя чувствует. Убедившись, что с ней все в порядке, Фианна начинает интересоваться намерением Комита обсудить что-то серьезное. Однако их уединенный момент прерывается появлением Клэр. Клэр, которая всегда быстро выражает свое недовольство ситуацией, ставит Комита перед выбором. Столкнись лицом к лицу с ее огненной яростью или справься с ее тлеющим гневом. Комита быстро предпринимает спонтанный и смелый шаг. Он подхватывает Фианну на руки и поспешно выходит через окно, оставляя Клэр в замешательстве. Тем временем Ринслет и ее верная служанка Кэрол прогуливаются по территории Академии. Ринслет предлагает им отправиться в кафетерий на ланч. Пока они обсуждают свои планы, их внимание привлекает неожиданное зрелище. Фианна и Комита прогуливаются вдвоем. Заинтригованные необычной сценой, Ринслет и Кэрол решают незаметно последовать за ними. По пути их встречает Клэр,
и Ринслет не упускает возможности сообщить ей о том, что Фианна и Комита направляются в лес. Прежде чем расстаться, Клэр не может не выразить свою озабоченность по поводу своего телосложения, особенно размера груди. Ринсилет с оттенком веселья заверяет Клэр, что ее размер идеально подходит и что некоторым мальчикам так больше нравится. Она дразнит Клэр, намекая на секретный метод, позволяющий увеличить ее грудь, добавляя в разговор нотку озорного юмора. Когда Фианна и Комита углубляются в лес, Комита улучшает момент, чтобы спросить Фианну, как она узнала, кто он на самом деле. Фианна на мгновение колеблется, прежде чем сделать неожиданное открытие. Это та самая девушка, которую Комита спас в астральном лесу 3 года назад. Ее возвращение в Академию было продиктовано желанием присоединиться к той же команде, что и Комита, и принять участие в танце клинка, и все это в попытке вернуть себе честь принцессы. После шутливого подразнивания Ринслет, Клэр была совершенно шокирована ее предположением о том, что, позволив парню, который ей нравится, погладить ее грудь, она станет больше. Изумленный крик Клэр эхом разносится по округе, привлекая внимание любого, кто случайно услышит его поблизости. Тем временем Элис Фаренгард встречает Фианну и Комита на берегу спокойной реки. Ее приезд отмечен ревностью и подозрительностью, поскольку она немедленно направляет свой меч на Комита, обвиняя его в романтических чувствах к Фианне. Фианна, возможно, непреднамеренно усугубляет ситуацию, приближаясь к Комите и прижимаясь к нему грудью, подливая масло в огонь яростных обвинений. Напряженность накаляется, но верные последователи Элис быстро вмешиваются, чтобы успокоить ее. Комита, вечный миротворец, интересуется местом их назначения. Элис рассказывает, что в ее роли главы рыцарей ее миссия состоит в том, чтобы вернуть запечатанный документ, который Гео украл прошлой ночью. Комита, демонстрируя свою готовность помочь, предлагает сопровождать их в их поисках. Однако Элис решительно отклоняет его предложение, подчеркивая, что эта миссия – возможность для рыцарей восстановить свою честь. Он любезно желает ей всего наилучшего, когда они расстаются. Сцена переходит к Клэр, глубоко погруженной в размышления о более раннем замечании Фианны. Погруженная в свои размышления, она решает поэкспериментировать с идеей, упомянутой Ринслет. Клэр неуклюже пытается сама потереть грудь, не подозревая, что Комита застал ее за этим неловким занятием. Лицо Клэр становится пунцовым от смущения, когда Комита уходит, оставляя ее наедине со своими мыслями и эмоциями. На следующий день Комита готовится отправиться в шахтерскую деревню вместе с Фианной. Клэр и Ринслет присоединяются к ним в поисках. Позже той же ночью они прибывают в деревню и, продолжая осмотр, натыкаются на поврежденное святилище, в котором Фиона подтверждает, что был проведен ритуал развязывания. В этот момент раздается громкий звук, и они бросаются туда и встречают Элиса, сражающегося с Гео. Они все присоединяются к битве. Комита использует свой меч чтобы сломать несколько духовных мечей Гео, что заставляет Комита задуматься, сколько у него контрактных духов. Гео объясняет, что он хочет победить Комита на пике своего мастерства, чтобы доказать, что он достойный преемник. Во время битвы божественная сила Комита иссякает, и его меч превращается в уменьшенную версию. Гео объясняет, что теперь он слаб, и продолжает демонстрировать, почему он начинает атаку на девочек, что заставляет Комита броситься на их защиту. Посреди хаоса Фианна бросилась к Комита, на ее лице было написано искреннее беспокойство. Комита, измученный недавней битвой, лежал на земле. Находившийся неподалеку Гео, еще один член команды, ругал Комита, обвиняя его в слабости за то, что он всегда пытался защитить своих друзей. Комита поморщился от насмешек Гео, изо всех сил пытаясь подняться. Слова Гео продолжали глубоко ранить, эксплуатируя желание Кито защитить своих друзей. Словесные нападки на Кито не прекратились. Гео обратил свое презрение на Фианну, разжигая ее гнев. Охваченная яростью, Фианна призвала свой дух контракта, проявив свою силу и решительность. Без колебаний она направила силу своего духа на Гео, нанеся сокрушительную атаку, от которой он отлетел к ближайшему дереву, которое разлетелось вдребезги при ударе. Когда Комита медленно поднялся на ноги, он обнаружил, что Гео исчез. Он спросил Фианну, что это за дух контракта. Фианна вздохнула и призналась, что это дух контракта высокого уровня, хранящийся в кристалле крови. Она использовала его во время вступительных экзаменов, чтобы приблизиться к Комита и обеспечить себе победу в танце клинка. Фианна просит прощения за то, что все это время лгала. Они простили Фианне ее прежние обманы и подтвердили ее место в команде. Глаза Фианны наполнились благодарностью, когда она приняла руку Комита. Их узы, ставшие еще крепче после признания их различий, подтолкнули их вперед, чтобы встретить вызовы, стоящие перед ними в танце клинка. Несмотря на очередную дрожь, Комита быстро определил источник ее возникновения. Эти землетрясения вызваны духами военного контракта. Чтобы противостоять им, они должны найти настоящее святилище, где Фиона сможет совершить свой решающий танцевальный ритуал. Эст делает шаг вперед. Она знает точное местоположение подлинного святилища, поскольку много раз бывала там до своего заточения. Элис, все еще парализованная ядом, остается с Ринслет, чтобы обеспечить их безопасность. Под руководством Комита, Фианна, Клэр и Эст отправляются в путешествие к подлинному святилищу. В воздухе повисает напряженность, когда они отваживаются отправиться в неизвестность. Без их ведома Рестия чувствует, куда они направляются. Она связывается с Гео и раскрывает поразительную правду. Он не настоящий повелитель демонов. Этот титул принадлежит Комита. Гнев Гео вспыхивает, и он бросается догонять их.
Тем временем группа Камита наконец достигает святилища. Прежде чем Фианна сможет приступить к своему решающему ритуалу, необходимо очиститься. Она должна очиститься, искупавшись в специальных водах внутри святилища. Клара сопровождает Фианну в этом священном процессе, в то время как Эст и Камита стоят на страже снаружи. Гио атакует, и между этими двумя разворачивается великая битва. Во время ожесточенной схватки Камита открывает Гио поразительное откровение. Он не повелитель демонов. Духи, которые его окружают, не заключили с ним контракт, а запечатаны внутри него. Это открытие приводит Гио в ярость, и он тянется к таинственному кровавому камню, полной решимости доказать свою силу. Прежде чем Гио успевает раскрыть потенциал кровавого камня, вмешивается Клэр, в ее глазах отражается беспокойство за благополучие Гио. Тем временем Фианна начинает ритуал. Ее движения наполнены грацией и мистицизмом. Духи, запечатанные внутри Гио, откликаются на ее танец, причиняя ему невыносимую боль. Поле битвы наполнено заряженной энергией, заставляющей Гио опуститься на колени и сдаться. В самый мрачный час его поражения появляется Рестия, загадочный темный дух, шокирующий Камита своим присутствием. Гио, отчаянно желающий заявить о своих правах истинного повелителя демонов, умоляет Рестию стать его оружием. Она неохотно соглашается, надеясь, что этот решительный поступок пробудит истинный потенциал Камита. Имея в своем распоряжении силу Рестии, Гио внезапно нападает на Фианну, но Камита бросается на ее защиту, демонстрируя свои врожденные защитные инстинкты. Этот самоотверженный поступок раздражает Фианну, которая призывает своего духа контракта Георгиуса. Вместе с Камитой и Клэр они вступают в ожесточенную битву с Гио. На следующее утро с восходом солнца Камита просыпается и обнаруживает рядом с собой Фианну. Она раскрывает свое намерение передать духовную силу посредством прямого контакта, но их интимный момент внезапно прерывается, когда Клэр натыкается на них, запуская комичную цепочку событий, которая наполняет мир. Воздух наполнен напряжением и неловкостью. Мы видим трогательное воспоминание, погружающее нас в прошлое Элиса. Во флешбеке юная Элис стоит на арене, ее глаза полны восхищения. Она наблюдает, как ее сестра вступает в эпическую битву не с кем иным, как с легендарным Рено Мэшбеллом. Несмотря на героические усилия ее сестры, битва заканчивается сокрушительным поражением. Возвращаясь к сегодняшнему дню, Камита пробуждается ото сна, испуская вздох облегчения от того, что в кои-то веки никто не присоединился к нему в постели без его согласия. В соседней комнате Клэр и Фианна посреди довольно оживленного спора страстно спорят о том, чье кулинарное творение захватит больше всего внимания. Сердце Камита. Во время их оживленного обмена мнениями Камита, уже проснувшийся и заинтригованный утренней суматохой, с любопытством вмешивается. Дуэт рассказывает о своем утреннем предприятии, приготовлении восхитительных шоколадных конфет для Камита в преддверии предстоящего празднования Дня Святого Валентина. На этом ежегодном празднике любви они обмениваются сердечными подарками. Внезапно происходит неожиданный поворот событий, когда Эст материализуется из-за спины Камита. Ее фигура украшена шоколадными пятнами, и она озорно манит самого Камита к сладкому угощению. В этот наводящий на размышления момент атмосфера наполняется предвкушением. Однако спокойствие внезапно нарушается, когда Элис врывается в комнату со смесью шока и отвращения на лице. Она, не теряя времени, призывает свой грозный дух контракта и нападает на Камита. Фрея, одна из доверенных лиц Грейворта, докладывает директрисе о прогрессе команды Камита. Ее тон осторожен, когда она упоминает, что команда Камиты изо всех сил пыталась собрать полный комплимент из 5 человек. Этот выпуск поднимает вопросы об истинной личности Камиты и его намерениях. Грейворт, однако, отвергает опасения Фреи, призывая ее не зацикливаться на этом вопросе. Фрея продолжает свой отчет, раскрывая, что Валсария, сильнейший элементаль Академии, скоро вернется со своей миссией. Новость о предстоящем возвращении Валсарии добавляет интриги в ситуацию. В дополнение к трудностям команды, Фрея сообщает Грейворту о растущей угрозе. Это торговцы смертью. Эти темные фигуры пытались продать проклятые печати студентам Академии, создавая серьезную угрозу безопасности элементалей. Затем сцена переходит к команде Камита, участвующей в энергичном спарринге против другой группы. Их решительность и синхронные движения приносят свои плоды, когда команда Камита выходит победителем, безупречно выполняя свои стратегии. Их триумф демонстрирует их рост и единство по мере того, как они продолжают тренироваться и сталкиваются с предстоящими вызовами. После победного упражнения Клэр не может удержаться от злорадства, приписывая их победу своим превосходным лидерским качествам. Камита, прагматичный стратег, сообщает команде, что их следующим испытанием будет команда Элиса. Однако возникают осложнения, поскольку 2 члена команды Элиса получают травмы, что вынуждает их столкнуться с более высокопоставленными противниками, включая грозную Вальсарию. Клэр, все еще наслаждающаяся славой своей недавней победы, предлагает им отпраздновать это событие. Как только они начинают строить планы, радостная атмосфера портится. 2 девочки, движимые злобой, начинают насмехаться над Клэр, напоминая ей о предполагаемом предательстве ее сестры. Клэр кипит от гнева, готовая защищать свою честь,
но вмешивается Камита, предотвращая потенциально опасную конфронтацию. Дуэли в Академии вне санкционированных боев могут привести к дисквалификации. Как раз в тот момент, когда напряжение становится ощутимым, сзади появляется Ринслет, элегантный и напористый старшеклассник. Она противостоит двум девочкам, заявляя о себе с помощью завуалированной угрозы, которая заставляет их смущенно убегать. Теперь, когда нарушители спокойствия ушли, Ринслет любезно предлагает отпраздновать вместе с командой в модном ресторане, щедро предлагая покрыть все расходы. Клэр и Фианна сначала отказываются, но Кэрол, голос разума, указывает, что Ринслет просто хочет присоединиться к празднованию. Клэр, неохотно кивнув, принимает предложение. Однако логистика празднования претерпевает незначительные изменения. Камита сообщает, что у него есть дополнительные занятия, что делает его недоступным в первоначально указанное время. В ответ на это они скорректировали план, чтобы соответствовать его расписанию. Сцена переносится на Элис, которая оказывается в дополнительном классе, старательно пытаясь выучить наизусть сложный учебник. Несмотря на ее сосредоточенность, неожиданное появление Камита пугает ее, вызывая рефлекторную реакцию, когда она поднимает свой меч, защищаясь. Осознав свою резкую реакцию, она быстро опускает оружие и приносит извинения за свое опрометчивое поведение. Элис рассказывает Камита о своих недавних трудностях, признавая, что она провалила урок из-за своих тяжелых ночных обязанностей. Ее чувство долга и приверженность своим обязанностям оставили ей ограниченное время для академических занятий. Она также приносит извинения за свое недавнее нападение. Камита, терпеливый наставник, замечает решимость Элис, когда она пытается выучить учебник наизусть. Он решает протянуть ей руку помощи, предлагая ценные уроки по эффективной технике чтения. Элис, стремящаяся учиться, просит дальнейших указаний, на которые Камита с радостью соглашается. После дополнительного занятия Камита воссоединяется с остальными членами команды для их долгожданного празднования. Когда они направляются к выбранному ресторану, Камита замечает, что пристальный взгляд Клэр, прикованный к ожерелью, вызывает у него любопытство. Он мягко осведомляется о ее интересе, но Клэр отрицает какую-либо связь и движется вперед, сохраняя свою тайну. Наконец, команда собирается в ресторане, и Эст с ее ненасытным аппетитом заказывает понемногу все, что есть в меню. После праздничного ужина Элис и Кито встречаются у тихого фонтана, чтобы провести частный урок, который Кито обещал ранее. Однако Элис удивляет Кито, предлагая перенести урок в ее комнату. Заинтригованный и покладистый, Кито следует за ней туда. Оказавшись внутри, Элис поспешно переодевается в униформу горничной, объясняя, что ее действие – это способ отплатить Камита за его помощь во время инцидента с Гео. Она продолжает готовить еду для Камита, внимательно наблюдая за тем, как он ест, время от времени подкармливая его сама. Их трапеза заканчивается, и Элис выводит Камита на улицу к длинной скамейке. Там она доверительно рассказывает ему, что сегодняшние события были бы невозможны, если бы ее соседка по комнате не была в отъезде. Ее соседка по комнате, как она сама призналась, никто иная, как Валсария, первоклассный элементалист Академии. Элис делает предложение Камита, спрашивая, не подумает ли он присоединиться к рыцарям. Это предложение сопровождается обещанием оплаты. Камита без колебаний соглашается и даже просит внести предоплату. Когда Камита возвращается домой, он сталкивается с Клэр, которая явно раздражена его опозданием. Камита объясняет причину своего опоздания, рассказывая, что он был в доме Элис, где она готовила для него. Ревность и разочарование Клэр берут верх, и она импульсивно вышвыривает Камита из дома в приступе гнева. Импульсивный гнев Клэр приводит к тому, что она вышвыривает Камита из дома, но тяжесть ее поступков быстро улавливается. Она падает на кровать, охваченная сожалением и тоской. На следующее утро Камита просыпается на улице, рядом с ним Эстонский. Она сопровождала его и согревала всю ночь, демонстрируя свою непоколебимую преданность. Эст взяла с Камита обещание, что он больше не покинет ее, укрепляя более глубокую связь между ними. На собрании рыцарей Элис отдает приказ рыцарям следить за городом и предотвращать любые незаконные сделки между студентами. Она представляет Камита как нового члена их рядов. Однако встреча принимает неожиданный оборот, когда Валсария врывается в аудиторию, решительно заявляя о своей руководящей роли. Она пытается привлечь Кито на свою сторону, но он решительно отвергает ее ухаживание. Позже в тот же день Кито и Элис спокойно обедают вместе. Тем временем другие девочки, восхищаясь Кито и Эст, наблюдают за ними издалека. Во время трапезы Эст внезапно превращается обратно в свою форму меча. Кито встревожен и решает последовать за ней, руководствуясь таинственным присутствием Скарлетт. Идя по следу, Кито находит Клэр, которая выражает сожаление по поводу своих действий накануне. Она удивляет его, попросив о свидании. Однако их момент прерывается прибытием Элиса, заставляя Клэр убежать в слезах. Тем временем Вивиан была замечена за попыткой продать незаконные спиртные напитки по контракту ничего не подозревающим студентам, привнося опасный элемент в Академию. В отдельном эпизоде Валсария испытывает боли в груди, что намекает на потенциальные потрясения и грядущие трудности. Затем Клэр в одиночестве отправилась в лес, ее мысли были в смятении. Вскоре ее перехватила Вивиан,
которая подошла к ней с предложением продать ей дух контракта. Клэр, поглощенная своими заботами, колеблется, обдумывая это предложение. Тем временем Элис и Комита продолжают свой совместный осмотр леса. Пока они прогуливаются, Элис случайно бросает замечание, предполагая, что их прогулка напоминает свидание. Краснея от собственных слов, она пытается ускорить темп, но в конечном итоге натыкается на разных людей по пути. Комита, быстро реагирующий, протягивает руку, чтобы поддержать ее, не давая упасть. Этот жест застал Элис врасплох, поскольку это первый раз, когда мальчик держит ее за руку. Ее щеки вспыхивают от смущения. Когда они продолжают свой путь, внимание Элис привлекает элегантное платье, выставленное на всеобщее обозрение. Комита замечает ее восхищение и говорит ей, что это платье действительно идеально ей подошло бы. Их обмен мнениями добавляет теплоты и связи к их совместному времяпрепровождению. В лесу Клэр оказывается в ловушке гигантской паутины, созданной Вивиан. Вивиан упорствует в своих попытках соблазнить Клэр принять предложение духа контракта. Ее слова пронизаны убедительным намерением. Однако Клэр удается освободиться от чар и быстро разрушает паутину. К ее удивлению, двое ее одноклассников появляются, казалось бы, из ниоткуда, купив дух контракта у Вивиан. Один из них вызывает колоссальный дух контракта, подготавливая почву для потенциально взрывоопасной встречи. Тем временем Комита и Элис выходят из ювелирного магазина. Комита упоминает, что он запросил предоплату, чтобы купить ожерелье, которым Клэр восхищалась ранее, планируя подарить его ей на ее предстоящий день рождения. Однако он признался Элису, что недавняя ссора между ними, возможно, испортила их отношения. Элис успокаивает Комита, объясняя, что Клэр не испытывает к нему ненависти, особенно после того, как она приложила все усилия, чтобы приготовить ему шоколад. Их разговор внезапно прерывается оглушительным шумом, который эхом разносится по округе. Комита и Элис спешат на разведку и натыкаются на источник огромного духа контракта, сеющего хаос. Начинается ожесточенная битва, в которой Комита рискует своей жизнью, чтобы защитить молодую девушку от нападения духа. В процессе Комита получает травмы. Клэр в конце концов присоединяется к драке, но ситуация принимает решительный оборот, когда прибывает Валсария и быстро уничтожает гигантского контрактного духа с помощью меча. Одиночная сокрушительная атака. Ее действия, однако, демонстрируют полное пренебрежение к безопасности близлежащих граждан, приводя Комита в ярость. Он спорит с Валсарией по поводу ее безрассудных действий, но она отвечает с ошеломляющей силой, оставляя Комита в невыгодном положении. Комита просыпается в своей комнате и решает попробовать шоколад, который приготовила для него Клэр в знак примирения. Как раз в тот момент, когда он собирается побаловать себя, в комнату входит Клэр, создавая момент уязвимости. Камада дарит ей ожерелье, которое он купил ей на день рождения, искренний жест, от которого сердце Клэр тает. В результате трогательного обмена она прощает Камада, и их связь углубляется. В течение дня приходит Фиона с важными новостями. Им предстоит сразиться с грозной командой Валсарии в битве. В ответ на предстоящий вызов Ринслет присоединяется к команде, вкладывая свои силы и навыки в общее дело. Позже Элис присоединяется к группе, чтобы заполнить пробелы, оставленные ее травмированными товарищами по команде. В ночной тишине на фоне звездного неба Элис подходит к Камата и предлагает ему продуманный подарок. Рестия, стоя над ними, молча наблюдает за их взаимодействием, ощущая тяжесть их связи, витающую в воздухе. Обмен подарками символизирует постоянно развивающиеся отношения между элементалами. Каждый подарок представляет собой мост понимания и привязанности. Готовясь к встрече с грозной командой Валсарии, элементалисты должны использовать свое новообретенное единство, силу и доверие, чтобы противостоять предстоящим испытаниям. В день битвы воздух на арене наполняется волнением, когда девушки издают радостные возгласы. Пока все это происходит, команда Комита рассказывает о том, насколько искусны члены команды Валсарии. Комита рассказывает, что Валсария выбирает их только для того, чтобы пополнить свою команду необходимым количеством для участия. И он подозревает, что она не намерена позволять им сражаться бок о бок с ней. Всария выражает свое разочарование тем, что Элис решил сразиться с ней. Элис говорит Всарии, что она планирует доказать ей свою решимость и рыцарство. Всария клянется сломить свое рыцарство в этом поединке. Громкий звон колоколов сигнализирует о начале битвы между командой Всарии и командой Комита. Они, в свою очередь, переносятся на поле битвы. На большом поле появляются все девочки, кроме Комита. Клэр и Элис соглашаются быть на передовой, в то время как Фианна и Ринслет занимают оборону. Пока они планировали все это, сзади раздается голос Валсарии, говорящий им не утруждать себя. Затем она появляется одна в огромных доспехах. Она говорит им, что ей не нужно, чтобы другие сражались бок о бок с ней, потому что они только замедлят ее. Валсария постоянно атакует их из своих пушек. Когда пыль рассеивается, девочки остаются невредимыми благодаря Ринслет, которая использовала свои ледяные стрелы, чтобы уклониться от атаки Валсарии. Ринслет говорит Валсарии, что она уверена в скорости своей элементальной вафли,
поэтому Ринслет продолжает выпускать больше стрел в стратегические точки брони Валсарии. Валсария хвастается, что слабые стрелы Ринслет не оказывают никакого эффекта на ее броню, но, к сожалению, это не входило в планы Ринслет. Ее ледяные стрелы начинают расширяться до тех пор, пока большая часть брони Валсарии не будет обездвижена льдом. Клэр запускает огненный шар в Валсарию, в то время как Элис использует свой ветер, чтобы усилить эффект атаки Клэр на Валсарию. Когда пыль рассеивается, Валсария остается невредимой. Она использует броню, чтобы быстро приблизиться к девочкам. Фианна быстро призывает Георгиоса, чтобы защитить их. Валсария с удивлением видит, как печально известная потерянная королева, принцесса Фианна, сражается против нее. Пока Валсария отвлекается на это, Клэр использует свой огненный хлыст, чтобы начать новую атаку, а Элис помогает ей увеличить силу, используя свой ветер. К сожалению, Валсария снова не пострадала в результате этого нападения, и она начинает наносить несколько ударов по девочкам, используя свои мощные пушки. Она кажется сильнее, чем раньше, потому что атака девочки больше не оказывает на нее никакого эффекта. Зрители наблюдают за происходящим с большого магического экрана в небе. Эст говорит, что дух большого контракта, подобный духу Вальсарии, должен потреблять много божественной силы. Но она, кажется, становится все сильнее и сильнее с каждой атакой, что странно. Камита замечает, что она стала сильнее, чем 3 года назад, когда он сражался с ней в танце клинка. Вернувшись на поле битвы, дух контракта Фианны Джорджиас уже достиг своего предела. Элис уже на грани того, чтобы сдаться, когда Клэр напоминает ей об обещании, которое она дала своим раненым товарищам по команде, и об обещании, которое она дала Валсарии, чтобы доказать ей, что она достойный воин. Это заводит Элиса. Валсария уничтожает Георгиоса. Итак, Элис и Клэр решают снова попробовать еще одну комбинированную атаку на Валсарию. Клэр высвобождает Скарлетт, чтобы отвлечь Валсарию от них, в то время как она находит путь к ноге доспеха Валсарии и начинает нагревать ее своим пламенем. Валсария говорит, что ее огонь не оказывает на нее никакого воздействия. Ринслет стреляет ледяной стрелой в ногу, чтобы быстро охладить ее. Внезапное расширение и сжатие, вызванные атаками Клэр и Ринслета, разрушают броню, и Элис наносит последний удар, используя свой мощный ветер, чтобы разрушить слабую броню, и, наконец, Валсария падает на землю. Валсарии удается снова встать на ноги, но затем темная энергия поглощает ее броню и начинает брать над ней контроль. Эст объясняет, что это проклятая печать, и она задается вопросом, почему Валсария, лучший элементалист в Академии, использует ее. Девочки подбегают к Валсарии, чтобы проверить, как она, но Валсария отшвыривает их прочь. Фрейя советует Грейворту прекратить соревнование, потому что оно заходит слишком далеко, но она отказывается. Тем временем мы видим, как Рестия наблюдает за битвой с вершины дерева. Темная энергия, исходящая от Валсарии, захватывает девочек за исключением Элис и начинает поглощать их божественную силу. Камита видит опасность, в которой находятся девочки, и решает помочь им, несмотря на свои травмы. Эст предупреждает его, что он не сможет долго поддерживать ее форму меча. Эст превращается в меч, и они оба переносятся на поле боя. Тем временем Элис пытается напасть на Валсарию, но она тут же оказывается рядом с ней. Она больше не может создавать ветер. Проклятый тюлень в Валсарии хватает Элис и продолжает бить ее. К счастью, прежде чем она смогла добиться успеха, вовремя появляется Камита и быстро отсекает бронированную руку Валсарии. И он спасает девочек от проклятой печати, поглощающей их божественную силу. Камита хвалит Элли за то, что она так долго продержалась как раз к его приезду. Клэр кричит на него за то, что он пришел на поле боя. Несмотря на свои раны, Камита дает ей понять, что это здравый смысл помогать своим товарищам по команде, когда они в опасности. Не теряя времени, Камита с поразительной скоростью устремляется к Валсарии и начинает наносить удары со всех сторон, в то время как Рестия продолжает наблюдать за происходящим. Через некоторое время его меч начинает светиться, что указывает на то, что его божественная сила иссякает, и он больше не сможет поддерживать свою форму. Девочки замечают, насколько слаб Камита, и Клэр пытается остановить его, но Фианна останавливает ее и использует свою целительную магию, чтобы исцелить Камита и его семью. Дай ему немного божественной силы. После этого Фианна теряет силы и падает на землю. Валсария восстанавливает свою потерянную конечность, и Камита быстро приближается к ней, чтобы напасть на нее. Ринслет пускает свои ледяные стрелы в Валсарию, чтобы заморозить ее руки. Клэр отвлекает ее своим пламенем, в то время как Элис использует свой ветер, чтобы увеличить скорость Камита, приближающегося к ней. Гигантским прыжком Камада вонзает доспехи в грудь Всарии и обещает спасти ее. Рестия хихикает от волнения, наблюдая за происходящим, и она упоминает, что всякий раз, когда Кимата выигрывает битву, он становится ближе к ней. Валсария освобождается от проклятой печати, и она падает на землю, склонив голову в знак поражения. Камита объясняет, что она проиграла не только ему, но и его товарищам по команде, подчеркивая важность командной работы. Вивиан, которая наложила проклятую печать на Валсарию, также наблюдала за матчем. Она выражает свое разочарование тем, что Валсария проиграла, потому что Вивиан говорит, что из Валсарии получился бы прекрасный образец для ее эксперимента. Поэтому она решает использовать Камита в следующий раз. Уходя, Грейворт останавливает ее и упоминает, что она знает, что именно Вивиан наложила печать проклятия на своих учеников. Грейворт использует свой дух контракта, чтобы уничтожить Вивиан. После всей битвы команда Камита была выбрана представлять школу в танце клинка вместе с 2 другими командами. Девочки пытаются соблазнить Кито съесть их пирожные. Во время этого входит Элис в красивом платье и показывается сцена флешбека, где Всария доверяет Элис Кито, прежде чем ее увезут.
увезут на лечение за город. Кито утешает Элиса тем, что с Сарией все будет в порядке в кратчайшие сроки. Возвращаясь к сегодняшнему дню, Кито хвалит платье Элис, прежде чем девочки начинают заставлять Кито попробовать их пирожные. В день танца клинка Клэр пытается что-то сказать Кито, но Кито отвлекается на большой луч света, который осветил их. Поэтому Клэр мысленно повторяет, как она благодарна Кито за то, что встретила его и остальных. После этого они отправляются на арену для танца клинка. На этом видео мы подошли к концу. Если оно тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться на новые видео.